Как можно перегреть электровелосипед, а точнее отдельные его компоненты? Я расскажу о незначительных перегревах, которые были у меня, и которые пока ничего не вывели из строя. Но они настолько ощутимы, что закрывать на них глаза не стоит. У меня 500-ваттное безредукторное мотор-колесо, контроллер 48 вольт, 11 ампер и аккумулятор 9 ампер-час. Пиковый ток контроллера 22 ампера. Значит, вся эта система в пике может выдавать около 1000 ватт. Я живу на крутой горе, но спустившись с нее, я все равно никогда не езжу по настоящей равнине. Повсюду, где бы я ни был, есть хоть какой-то минимальный уклон. Так что на велосипеде я либо просто качусь, и мотор не работает, либо мотору приходится работать с повышенной нагрузкой, когда я еду в гору. К тому же общая нагрузка на мой велосипед редко бывает меньше 100 кг. Когда наступила 40-градусная жара, у меня оплавились и слиплись фазовые провода, выходящие из контроллера. Изоляции проводов контроллера и мотора прилипли друг к другу. Также пострадали еще некоторые провода, которые находились с ними в контакте. Произошло это при нагрузке 120 кг. До этого при такой же температуре я ездил по тому же маршруту с нагрузкой 100 кг, и все было нормально. 13 километров я еду по незначительным уклонам, потом 3 километра вверх по склону 10-20 градусов и еще 1 километр вверх по склону 30-40 градусов. Последний отрезок я иду рядом с велосипедом, выжимая газ. Соответственно, нагрузка в этот момент бывает примерно от 25 до 50 кг. Также перед этим я 5-10 минут даю велику отдохнуть. Потому как после подъема по 10-20 градусной горе, даже при температуре около 20 градусов, мотор становится очень горячим. Аккумулятор нагревается немного меньше. Вернемся к контроллеру. Его перегрев произошел по двум основным причинам. Первое – это моя вина, потому что я никогда не придавал значения степени нагрева контроллеров по той причине, что он у меня закрыт. Это вторая причина – пластиковый бокс, который шел в комплекте с электронабором. Открываешь коробку, достаешь контроллер и видишь, что для него еще специальный бокс есть, который удобно крепить к раме. Недолго думая, кладешь в него контроллер, запирая его в замкнутом пространстве, без возможности охлаждаться. Также хочу отметить тесное расположение проводов на самом контроллере. Плюс к этому в боксе отверстие для проводов сделано таким образом, что провода собираются в пучок. Короче, в комплекте идет смерть контроллера. И если тупо ей довериться, то вполне можно его убить. Здесь возвращаемся к первой причине. Нужно было постоянно проверять степень нагрева проводов. Они же частично торчали снаружи. Короче, все-таки сам виноват. Теперь, проведя ряд тестов на холодной системе, я могу сказать, что контроллер греется быстрее других компонентов. При температуре 40 градусов достаточно 50-метрового заезда на гору уклоном 40 градусов, чтобы раскалить его. Ни мотор, ни аккумулятор после этого практически не нагреваются. На равнине при нагрузке менее 100 кг с периодическим педалированием примерно через 1 км он становится горячим. При нагрузке 130 кг в гору до 10 градусов, при температуре 30 градусов, через 1 км он становится раскаленным. Остальные компоненты становятся очень горячими через 3 км. При нагрузке менее 100 кг, при тех же условиях он становится лишь теплым. Теперь расскажу, как я перегревал аккумулятор зимой. Все провода в электронаборе очень длинные, но только не аккумуляторные. Они очень короткие. Так как я постоянно вожу самые разнообразные вещи на велике, мне приходится их крепить к нему повсюду. Поэтому аккумулятор у меня кочует по раме, в зависимости от того, что я везу. На самом деле для него нет места, и само его наличие меня раздражает. Зимой я решил класть его в рюкзак и вешать на спину. Таким образом я мог загрузить велик по полной. Но провод аккумулятора очень короткий, и я его удлинил на метр. Сечение взял такое же и просто скрутил провода. Я предполагал, что это не есть хорошо, но на улице зима. Сразу скажу, что при уклонах менее 10 градусов, при любой нагрузке и при температуре ниже нуля, подобное удлинение отлично работает. Но все меняется, когда уклон доходит до 20 градусов. Примерно через 1,5-2 километра происходит перегрев батареи, и контроллер отключается. Батарея на ощупь становится чрезвычайно горячей. Даже летом до такой температуры я ее не нагревал.
Провод, выходящий из нее, становится супер мягким. Причем ближе к контроллеру температура и состояние проводов нормальны. То есть при подобном удлинении аккумулятор не может отдавать большие токи без перегрева. По-видимому, необходимо увеличить площадь сечения и лучше заменить провод целиком. Но покопавшись в теории и на форумах, я пришел к выводу, что аккумуляторные провода должны быть максимально короткими. Поэтому я оставил идею возить его в рюкзаке. Но я также пробовал вешать аккумулятор с удлиненными проводами в тонкой сумке на руль и клал его в корзину в открытом виде. Никаких перегревов не происходило. То есть даже в 20-градусный мороз аккумулятор должен хорошо охлаждаться. Именно при такой температуре в рюкзаке он у меня перегревался. Впоследствии, при пользовании штатными короткими проводами, при морозах я укрывал аккумулятор старым пуловером. Затрудняюсь назвать материал, но это не шерсть, а нечто гораздо менее теплое. И делал я это не для того, чтобы его согреть, а чтобы как-то смягчить возможный удар при падении велосипеда. Таким образом, литий-ионный аккумулятор при температуре хранения выше 0 градусов может быть вынесен на мороз до минус 20 и использован по назначению без каких-либо проблем. И кутать его не стоит. Он сам себя разогреет. А удлинив провод, можно греть его быстрее и сильнее. И в этом случае он должен быть открыт по максимуму. Я не пробовал использовать удлинение летом, но думаю, что не стоит этого делать. Выводы. 500-ваттную систему в 40-градусную жару в холмистой местности очень легко перегреть. И даже на равнине, я думаю, пользы компонентам электровелосипеда от высоких температур не будет. Контроллер и аккумулятор следует держать по возможности открытыми, и не только летом. Для гор и при большой нагруженности неплохо бы иметь принудительное охлаждение. Но это проблемы с компоновкой, это дополнительная емкость аккумулятора или второй аккумулятор, это лишний вес и объем. К тому же организовать охлаждение мотора не так-то просто. Конкретно в моем случае целесообразнее установить еще одну систему и пользоваться ими поочередно. А при подъеме в гору одновременно, уменьшив этим нагрузку и, соответственно, нагрев. Но можно просто периодически останавливаться и отдыхать, а на равнине переходить на педали. В целом, все больше убеждаюсь в слабости и непригодности 500-ваттной системы для моих нужд. Но будут ли более мощные системы меньше греться в жару? И куда девать здоровенный и тяжеленный аккумулятор, который будет выдавать честные токи для мощного мотора без ущерба для себя? Пару слов об охлаждении мотор-колеса. Люди умудряются втиснуть прямо внутрь мотора маленькие кулеры. Также один человек просто снял крышку мотора, но как держится ось и подшипник, непонятно. Еще я наткнулся на идею залить внутрь какую-нибудь жидкость, которая лучше будет отводить тепло, но ее никто не реализовал.